Каждый с детства знает, что волки – опасные и коварные хищники, нападающие стаями, и редко кто уходит от них живым. Однако охотники не боятся волков и иногда позволяют себе завести волчонка в качестве домашнего животного. Обычно они делают это, чтобы тренировать щенков, собак или получить вольфхунда. Судьба лесных хищников, попавших в руки людей, ничуть не завидна. Они умирают после выполнения своей задачи. На этот раз что-то пошло не так, и охотник, который привез волчонка домой, пожалел его и даже не посадил в клетку. Может быть, его тронуло, как его 7-летний сын играл с пушистым комочком, или человек просто не имел времени иметь дело с лесным животным. Хотя волчонок вырос в доме и казался обычным смешанным щенком, дикие искорки в его глазах предали его как будущего опасного хищника. Обычного лесного зверя нельзя приручить, сколько бы вы ни пытались, так что он был всего лишь игрушкой, пока не стал опасным. Несмотря на дикий нрав, мальчик полюбил животное, и малышка была готова хорошенько изучить его, только чтобы проводить больше времени со своим домашним питомцем. Кроме того, наличие настоящего волка, хоть и маленького, придавало ему значимость в глазах других мальчиков, но время шло, и щенок превратился в подростка. Волка нельзя держать на цепи, как собаку на заднем дворе, поэтому его посадили в вольер. Но может ли вольер из дерева удержать настоящего хищника? Однажды он сбежал. Мальчик скорбел и плакал, но волк не собака. Конечно, он не вернулся. Чтобы утешить сына, родители купили ему щенка, который заполнил пустоту в сердце мальчика. Ведь собаки, любящие и преданные друзья, способные залечивать душевные раны. Так прошли годы, и красивый мальчик превратился в неуклюжего подростка, который любил гулять допоздна по улицам. Еще одна холодная и голодная зима наступила. Пошли слухи, что волки начали нападать на дома. К сожалению, это было правдой. Поздно вечером сын охотника возвращался домой и увидел глаза, горящие в темноте. Собаки деревни испугались и спрятались, а серые хищники начали окружать мальчика. Целое стадо вышло из леса на охоту за беспомощной добычей. Его жизнь прошла перед глазами. Он понял, что они сейчас начнут рвать его на куски, и негде ждать помощи. Пока люди не поймут, что происходит, волки порежут ему горло. Стало очень страшно и обидно, что ему осталось жить так мало. Волки описали круги, приближаясь к жертве. Опытный лидер шел впереди стаи. Когда расстояние стало настолько мало, что слышен был хриплое дыхание животных, серый хищник внезапно остановился в нерешительности. Другие волки последовали за ним. Лидер осторожно понюхал мальчика и внезапно едва заметно покачнул хвостом, повернув спину к жертве и, издав резкий рык, побежал в сторону леса. Стая последовала за ним. Когда мальчик пришел в себя, он понял, что только что чудом избежал смерти. Причиной такого неожиданного поведения было то, что взрослый щенок волка узнал своего друга и не решился ему вредить. Эта невероятная история доказывает, что истинная верность не зависит ни от времени, ни от расстояния, даже если ваш хозяин – опасный хищник. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь этой удивительной историей со своими друзьями.